Всем привет, друзья! Пока жду поставку силикона, да, для шлема, решил сделать вот такую вот штуку, да. Вот, будем делать молот Тора. Вот. Будем делать его из оргстекла, да. Размерчики я уже примерно прикинул, вот, и по ним, соответственно, вырезал стекло, да, толщиной оно 4 миллиметра. Вот. То есть, кому интересно, вот наш размер, да. Вот. В чем у нас будет заключаться первая трудность, да? Как мы видим, у нас на молоте есть руны, и они сделаны по всему периметру, что с одной, что с другой стороны. Вот. Как мы будем эту проблему решать, да? Я распечатал вот эти рисуночки, да? Вот. И, соответственно, вот эта вот деталюшечка, одна из частей, ну, как говоря, одна из сторон. Вот. Нам нужно этот рисунок будет перенести на эту деталь, вот, а дальше выпилить рисунок. Вот. Ну и сейчас посмотрим, как я буду это делать. Да, и кстати, фишка нашего молота будет не просто, так сказать, модель, да, но она еще будет у нас рабочая при помощи вот такой штуки. То есть будет у нас молния. Правда, она не очень большая, но все же. Так, ладно. Давайте приступим. Покажу, как правильно переносить рисунок, распечатанный на принтере, на вот такое обычное оргстекло. Для этого нам потребуется утюг. Вот. Естественно, утюг надо брать старый, ненужный, чтобы ваша подружка, мама, жена не надавала вам люлей. Вот так, начнем. Так, разогреваем утюг по максимуму и прикладываем наш вырезанный рисуночек вот таким вот образом. Дальше ложим, желательно на ровную поверхность. И прижимаем утюгом. Дальше идем в ванну и смываем бумагу. По идее, у нас должна остаться чернила на стекле. Сейчас посмотрим, что получится. После того, как смыли бумагу, вот что у нас получилось. То есть, кое-где лучше пропечаталось, кое-где хуже, но все равно как бы нам это позволит нормально выпилить этот рисуночек, да? Для выпиливания буду использовать вот такой гровер стоимостью около 2000 рублей со всякими насадками. Ну и насадочка будет круглая, маленькая алмазная головка такая. Точнее, головка с алмазным напылением. Приступим. И вот такой у нас промежуточный этап. С этой стороны мы прорезали вот эти вот канавки, руны, да. То есть здесь как бы не очень хорошо видно. А вот с этой очень даже неплохо. Вот, сейчас я возьму фрезу чуть поменьше, кнусную, чтобы вырезать более мелкие детали. Итог я тогда покажу чуть позже. И вот что у нас, друзья, в итоге получилось. Так как она прозрачная, видно, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну, результатом, в принципе, я пока доволен. Вот, что мы будем дальше делать? Сделаю такую опалубку для этой деталюшечки. Мы должны залить это что-то типа силиконом, да, народный метод. Это смешиваем желатин и глицерин.
для того, чтобы получилась у нас деталь с выпуклыми формами. Потому что вот на этой деталюшкой мы прорезали вот эти руны как бы внутрь, вглубь. А у нас она должна быть с рунами, которые выпуклые. Да? Если мы сразу зальем поверх вот этого оргстекла пластиком, мы, соответственно, не отдерем этот пластик от оргстекла. Вот. А нам нужно изготовить таких, я напоминаю, 8 штук. Вот. Так что давайте попробуем. Желатинчик 10 грамм. Сейчас мы высыпем обычный пищевой. И глицерин. Здесь у нас 25. Вот. Ну, где-нибудь, я думаю, грамм 15 примерно нужно влить. Делаем на глаз. Когда эта смесь все у нас хорошо перемешается, ее необходимо разогреть либо в микроволновке, либо на паровой бане. Вот. Сейчас я здесь это все дело замешаю. Вот, и потом уже разогретый налью в форму. В итоге покажу, что получится. Вот такая вот жижечка получилась. Ее заливаем. Пришлось добавить немножко водички, вот, чтобы он пожиже был. Так, желатин у нас застыл. Теперь необходимо извлечь из формы нашу деталюшечку. Все, рисунок отпечатался. Вот. Теперь необходимо вырезать, чтобы у нас получилась вот такая вот деталь. И можно залить силиконом. Точнее, не можно, а нужно будет залить силиконом, чтобы уже по силиконовой форме нормально отливать пластиком. Вот это и что получилось. Все неровности потом либо подпилятся напильником, подшлифуются шкурочкой. Пока суть до дела, склеил основную часть как бы молота термоклеем. Вот, поставил распорочки, чтобы он был достаточно ровный. Вот. Я думаю, на сегодня первую часть мы закончим. Вот. Так что смотрите продолжение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, всем спасибо, пока.